Всем привет! За эти годы Тэхён и Чингук пережили множество моментов, когда их отношения, казалось, выходили за рамки любых границ. Во время недавнего прямого эфира было несколько сцен, которые привлекли внимание публики. Эти двое постоянно появлялись вместе, с естественной близостью, не скрывая комфорта, который они чувствовали в присутствии друг друга. Хотя иногда они, казалось, отводили взгляды, возможно, потому что кто-то из персонала велел им держаться на расстоянии, на этот раз они не придавали этому большого значения. Они продолжали общаться, как и всегда, будучи самими собой, без притворства. Были люди, которые предпочли бы не видеть Тэхёна и Чингука вместе так долго, и это было не просто совпадением. Многие знают, что когда они находятся рядом друг с другом без каких-либо границ, их чувства проявляются ярче, для некоторых это создает дискомфорт, особенно когда эта близость противоречит тому, что пытаются выстроить другие. Из-за этого время, которое они могут провести вместе перед камерой, ограничено, однако в этом прямом эфире произошло нечто иное. Не было никаких масок, никаких вынужденных выступлений, и, несмотря на некоторую напряженность, очевидную за кулисами, Чингук не сдерживался. С самого начала Чингук дал понять, что Тэхён остается важной фигурой в его жизни, те небольшие жесты, которыми он с ним делился, были не просто проявлениями привязанности между коллегами, это были особые знаки внимания, которые сразу же запомнились многим фанатам. Одним из таких моментов был момент, когда Чингук прикоснулся к шее Тэхёна, сделав ему небольшой, естественный и нежный массаж. Этот жест был похож на те, которые он делал в других случаях, особенно в предыдущих трансляциях, где они оба спонтанно взаимодействовали. Что самое интересное, такого рода жесты не были замечены долгое время, именно потому, что компания решила сделать более заметным фан-сервис между Чингуком и Чимином. Это смещение акцентов было очевидно не только в типе загружаемого контента, но и в публичных мероприятиях, в которых они участвовали вместе. Многие фанаты заметили, что в различных шоу и программах Чингук появлялся с Чимином в ситуациях, которые казались вынужденными или чрезмерно надуманными. Напротив, отношения, которые он демонстрировал с Тэхёном в этой прямой трансляции, казалось, не следовали какому-либо сценарию, они были честными и прозрачными. Чингуку не нужны были слова, чтобы выразить свои истинные чувства, его язык тела говорил красноречивее всяких слов, то, как он смотрел на нее, как он смотрел на нее, как он улыбался, когда они были вместе. Казалось, он не выполнял какую-то задачу или не играл роль, вместо этого он, казалось, нашел пространство, где он наконец мог расслабиться и быть самим собой. Эту естественность всегда ценили многочисленные фанаты Тэкука, тот факт, что им не нужно было играть, чтобы передать ту связь, которая их свела. Некоторые утверждали, что Чингук был вынужден участвовать с Тэхёном в этой трансляции и что его поведение было результатом внешнего давления. Однако эта теория теряет основание, если присмотреться к его поведению, хотя это правда, что каждый артист должен следовать определенным правилам и придерживаться руководящих принципов компании, есть детали, которые просто невозможно подделать. Чингук был настоящим, без натянутых жестов и улыбок, все, что он делал перед камерой, передавало близость, доверие и искреннюю привязанность. Не ту привязанность, которую показывают ради маркетинговой истории, а привязанность, которая проистекает из общего опыта. Также важно помнить, что моменты, которые они разделяли на публике, были лишь малой частью всего, через что они прошли, то, что было видно на камеру, было лишь малой частью того, что происходило за кулисами. И хотя многие пытаются преуменьшить то, что между ними, факты говорят сами за себя. Со временем они продемонстрировали постоянную связь, которая сохраняется даже тогда, когда они не вместе на сцене. То, как Чингук заботится о Тэхёне и как он отвечает искренними жестами признательности, позволяет нам понять, что их отношения не были прописаны. Они также не определяются тем, что говорят или хотят видеть другие, они следуют своим собственным путем, порой невидимые для всех, но остаются стойкими, несмотря на внешние попытки разорвать их на части. В этой прямой трансляции они просто позволили этой правде проявиться тонкими, но значимыми способами. По правде говоря, Тэкук прошел через много этапов, некоторые более заметны, чем другие.
Однако всегда есть знаки, которые напоминают нам, что их связь жива, даже несмотря на то, что теперь они реже встречаются на публике. Когда это происходит, они оставляют след, который фанаты не могут игнорировать. За пределами теорий или надуманных историй, отношения между Тэхёном и Чингуком продолжают подлинно развиваться. В очередной раз Тэхён и Чингук оставили ясный и сильный след в своем последнем живом выступлении. Их близость, их жесты и та связь, которую они продемонстрировали во время того группового момента, в очередной раз напомнили нам, почему так много людей верят в уникальную связь, которая объединяла их на протяжении стольких лет. С самого первого момента прямой трансляции поведение Чингука было другим, он демонстрировал определенную энергию при взаимодействии с Тэхёном. Он казался счастливым, довольным и выразительным. Были ласковые жесты, которые не остались незамеченными. Чингук несколько раз погладил Тэхёна по шее, мы уже видели это раньше, и положил руку ему на живот, и это казалось естественным жестом. Казалось, ему нужно было физически восстановить с ним связь после столь долгой разлуки. Больше всего поражало то, что эти жесты не были наигранными или преувеличенными, напротив, они были искренними. Чингук словно искал Тэхёна взглядом, подходил к нему по собственной инициативе и оставался рядом, словно он был его тихой гаванью. Их взгляды друг на друга отражали любовь, этот взгляд говорил больше любых слов. Некоторые пытались отвлечь внимание, называя все это фан-сервисом, как будто их близость была результатом делового решения. Но те, кто давно следит за Тэхёном, знают, что подобные жесты не постановочные, есть четкая разница между постановочной сценой и естественной динамикой. И здесь, в этом прямом эфире, было очевидно, что происходящее между ними не было притворством, это было явное проявление любви, привязанности и доверия. Многие также заметили разницу в поведении Чингука с другими участниками, особенно по сравнению с Чимином. Во время этого прямого эфира Чингук не демонстрировал такой же близости с Чимином. Его язык тела был гораздо более сдержанным. Даже когда Чингука заметили в аэропорту, он не особо общался с Чимином. Однако с Тэхёном все было иначе. Чингук легко улыбался, он выражал искреннюю радость, и было видно, что ему комфортно просто находиться рядом с ним. В эти спонтанные моменты, не поддающиеся сценарию и непринужденные камерами, можно было увидеть разницу между стратегией создания образа и настоящей связью. Это был не первый раз, когда Тэкук так ясно давал понять свои чувства друг к другу. Они делились интимными моментами, интимными жестами любви и косвенными заявлениями, которые со временем сложились в связный рассказ. Им не нужно было никого убеждать, их связь была ощутима. И те, кто следил за их историей, знали, что самое сильное, что у них было, это именно это, настоящая связь, которая сохранялась даже сквозь время, расстояние и давление СМИ. Это живое выступление стало еще одним доказательством того, что демонстрировалось годами. Между Тэхёном и Чингуком была особая связь, и что их совместная жизнь приносила им чувство спокойствия, безопасности и радости. Их выражения лиц говорили сами за себя, они не притворялись, чтобы угодить публике, они делились моментами подлинности. И именно эта подлинность заставляет многих из нас переживать за них, именно она заставляет многих из нас видеть в них историю, достойную внимания и восхищения. Когда Тэхён и Чингук вместе, их язык тела говорит громче любых публичных заявлений, им не нужно ничего подтверждать словами, потому что все остальное делают их действия. То, как они смотрят друг на друга, близость, которую они поддерживают, и свобода, с которой они прикасаются друг к другу, говорят о чем-то большем, чем просто привычка или близость. Это то, что возникает только тогда, когда между двумя людьми, которых объединяет что-то глубокое, существует настоящая связь. Им не нужно говорить об этом, связь между ними очевидна потому, как они ведут себя друг с другом. Они не выглядят напряженными или неловкими, напротив, они чувствуют себя свободно, словно им нечего скрывать. Они делают это естественно, словно это часть их сущности. Именно эта естественность привлекает внимание, в них нет никакого планирования, никакой игры, ничего преувеличенного. Их жесты просты, но глубоко значимы, прикосновение, улыбка, долгий взгляд. Небольшие детали, да, но если их повторять достаточно часто, они рассказывают историю яснее любых словесных объяснений.
Ни один из них не ведет себя так, будто хочет что-то доказать, им все равно, как их воспринимают другие, потому что они позволяют себе быть собой. Свобода, которую они чувствуют друг с другом, усиливает ощущение того, что их отношения уже сложились, что это не что-то новое или поверхностное. Это то, что развивалось со временем, с доверием и близостью.